Ты ведь не впервые задаешься вопросом, почему одни как стрела из лука вырываются вперед, а другие годами топчутся на том же месте, будто их ноги приросли к старой тропе. Секрет, поверь, не в таланте, не в связях, и уж точно не в том, сколько у тебя подписчиков или лайков. На Востоке издревле говорили: идущий быстрее тот, кто меньше всего держится за вчерашнее «я». Вот об этом и поговорим. Глава 1. Враг внутри и как с ним договориться. Миямото Мусаси не просто имя, это символ. Человек, что стоял на лезвии между жизнью и смертью более 60 раз, но не сломался. Более того, стал не только мастером меча, но и художником, философом, стратегом. И все потому, что понял одну простую, но жгучую истину. Самый опасный противник не тот, кто стоит напротив с клинком, а тот, кто шепчет тебе в голову: «Не надо, останься как есть. Ты и так неплох». Да-да, именно так. Мы все носим внутри себя этого доброжелателя, он маскируется под заботу, под разумность, даже под мудрость. А вдруг не получится? Зачем тебе это? Ты и так нормальный человек. И вот ты уже не идешь вперед, а копаешься в сомнениях, как в старом сундуке с пылью. Психологи сегодня называют это саботажем собственной жизни. Но Мусаси знал об этом задолго до них. Он говорил: враг внутри куда опаснее врага извне. И знаешь, что самое коварное? Этот внутренний голос не кричит, он не грубит, он мягкий как шелк. Он говорит: отдохни сегодня, завтра начнешь. А завтра снова завтра. И так год за годом. Но вот что удивительно. Как только ты признаешь его существование, он теряет силу. Не нужно с ним воевать. Просто скажи: ага, вот ты где. Я тебя вижу. Мусаси специально уходил в одиночные походы. Спрашиваешь: зачем? Чтобы сломать внутренние барьеры. Чтобы научиться слышать не шум толпы, а тишину собственного сердца. Современная наука подтверждает, прорыв случается не тогда, когда ты вдруг все понял, а тогда, когда честно признаешь: да, я боюсь. Да, мне неуютно. Да, я цепляюсь за старое. Это не слабость, это мужество. Потому что только с чистого листа можно писать новую историю. А знаешь, как дзен-мастера учат? Они говорят: ум как чаша, пока она полна чужих мнений, в нее не налить ничего нового. Так что начни с малого. Каждый день, хотя бы час, просто наблюдай за своими мыслями. Не суди, не оправдывайся. Просто смотри, как за рыбками в пруду. И ты увидишь, что половина твоих тормозов — это не твои страхи, а чужие голоса родителей, учителей бывших, общества. И величие начинается там, где заканчиваются оправдания, когда ты перестаешь быть заложником страха и становишься его наблюдателем. В тебе рождается та самая неиссякаемая энергия, что двигала Мусаси сквозь годы сражений и одиночества. Страх не исчезнет, но теперь ты не его жертва. Ты хозяин поля, где он гуляет. И это уже победа. Первая. Но самое важное. Потому что, как говорил один старый самурай, тем, кто хочет одолеть других, сперва следует победить себя. И подумай, что в тебе сегодня шепчет: не надо. Глава 2. Учись у чужих падений и станешь невидимым для ошибок. Мы говорили о том, как одолеть самого себя, того хитрого внутреннего саботажника, что шепчет «не надо». Сегодня поговорим о чем-то, что звучит почти кощунственно в наше время. Не завидуй победителям, изучай побежденных. Да-да, ты не ослышался. Современный мир кричит: смотри на тех, кто наверху, копируй их утренние ритуалы, их инвестиции, их кофе с маслом. А Миямото Мусаси, этот старый лис с мечом и кистью, говорил иначе. Мудрость рождается не в аплодисментах, а в тишине после падения. Понимаешь, в чем дело? Победа, она блестит, но блеск не всегда суть, а вот ошибка — это чистая правда. Она не приукрашена, не отретуширована, не выставлена в соцсетях под хэштегом «успех». Ошибка — это момент, когда человек оголил свою слабость. И если ты умеешь смотреть без осуждения, ты получаешь бесценный подарок — карту ловушек,
Мусаси часами сидел на краю додзё, наблюдая за поединками. Не за теми, кто побеждал красиво, а за теми, кто проигрывал глупо. Он видел, как один из-за гордости не отступал вовремя, другой из-за спешки терял равновесие, третий из-за привычки повторял один и тот же выпад, пока противник не научился его ловить, как муху в банке. И знаешь, что он делал? Записывал. Не в блокнот, в уме. Как следователь, что изучает место преступления. Почему он упал? Не потому, что был слаб, а потому, что перестал учиться. Современные психологи подтверждают, человек, который анализирует чужие провалы, учится в 5 раз быстрее, чем тот, кто учится только на собственных. Почему? Потому что чужая ошибка – это бесплатный урок без боли. Ты не теряешь деньги, не рвешь отношения, не ломаешь здоровье, но уже знаешь, туда не ходи, так не делай. А мы мимо проходим. Ну, это его проблемы. Бросаем и листаем дальше. А ведь в каждом провале зерно для твоего роста. Конфуций однажды сказал: 1000 раз рассмотри промах другого и увидишь свой. Вот в этом и сила. Потому что, когда ты смотришь на чужую неудачу без высокомерия, ты тренируешь не только ум, ты тренируешь смирение. А смирение – это не слабость, это ясность. Представь, ты видишь, как коллега потерял проект из-за того, что не договорился о сроках. Вместо «ха, дурак» ты думаешь «а я?», «а у меня в договорах все четко». И вот ты уже не тот, кто смеется, ты тот, кто растет. Мусаси не завидовал победителям, он их уважал, конечно, но учился у побежденных, потому что победитель часто не знает, почему он победил, а побежденный всегда знает, почему проиграл. И в этом знании сила. И тут важный поворот. Чтобы видеть чужие ошибки, нужно не бояться своих. А большинство людей так цепляются за образ «я все контролирую», что даже признать «да, я тоже могу ошибиться» для них все равно, что сдаться. Но дзен учит иначе. Учитель — это любая ситуация, что показала тебе пределы твоих иллюзий. Даже чужая неудача может стать твоим учителем. Даже чужая глупость — твоим зеркалом. Я помню, как в молодости наблюдал за одним мастером каллиграфии. Он рисовал иероглиф «тишина». И каждый раз, если линия дрожала, он не рвал бумагу. Он останавливался, смотрел на дрожь, страх, усталость, нетерпение. И только поняв причину, продолжал. Вот так и с чужими ошибками. Не мимо, не с насмешкой, а с вопросом, что здесь сломалось, и могло ли это сломаться во мне. И знаешь, что удивительно? Чем чаще ты так делаешь, тем меньше ошибок у тебя самого. Потому что ты уже прошел этот путь в уме. Ты уже упал, но не телом, а воображением. И встал, не запачкавшись. Это и есть научное отношение к жизни. Не эмоциональное, не драматичное, а спокойное, как поверхность озера в безветрие. Мусаси писал: «Ошибиться сегодня значит победить завтра». Но только если ты научишься ошибаться правильно, то есть без стыда, без оправданий, без «я плохой». Просто что не сработало, почему, как исправить. Современная нейронаука подтверждает, когда ты анализируешь ошибку, в мозге растут новые связи. Это как тренировка для ума. А если ты просто злишься или прячешься, мозг запоминает только страх, и в следующий раз ты снова сделаешь то же самое или вообще не попробуешь. Вот почему Мусаси после каждого поединка, даже победного, уходил в тишину, мысленно проигрывал бой заново, где чуть замедлился, где слишком напрягся, где упустил момент. Он не искал виноватых, он искал причины. И это ключ, потому что человек — это процесс, а не статичная статуя. Ошибка не приговор, это просто веха на дороге, как камень у поворота, не мешает, указывает. Так что в следующий раз, когда увидишь чужой провал, не отводи взгляд, остановись, подумай, спроси себя, что я могу из этого вынести. Мир вокруг станет не полем соревнований, а библиотекой мудрости. Потому что, как говорил один старый дзен-мастер, если умеешь читать между строк чужих неудач, тебе не нужны наставники. Жизнь сама все расскажет.
Глава 3. Вода, а не камень. Путь без сравнений и спешки. Сейчас последний разговор из этой трилогии, и он самый важный. Потому что речь пойдет не о борьбе, не о наблюдении, а о пути. О том, как идти так, чтобы не сбиться, не выгореть и не потерять себя в погоне за чужим успехом. Современный мир — это ярмарка тщеславия. Каждый день тебе показывают, вот он идеал. У кого-то 1 миллион подписчиков, у кого-то дом у моря, у кого-то идеальный график. И ты невольно начинаешь мерить себя чужой меркой. А потом удивляешься, почему внутри пусто? Почему рост остановился? Миямото Мусаси знал ответ. Он говорил: «Не сравнивай себя с другими, сравнивай себя с собой вчерашним». Просто? Да. Легко? Ни в коем случае. Потому что сравнение с другими — это ловушка для ума. Она отвлекает, унижает или, наоборот, надувает эго, но никогда не ведет к настоящему росту. Ты начинаешь бежать не туда, куда зовет твоя душа, а туда, где светит чужая слава. А ведь бамбук не растет, чтобы быть выше сосны. Он растет, чтобы быть крепче себя вчерашнего. В старых дёдзё, тренировочных залах, сенсей-учитель тихо говорил: «Сегодня ты должен превзойти того, кто пришел сюда вчера». И этим тот был он сам. Вот в чем гениальность этого подхода. Ты перестаешь зависеть от внешней оценки. Ты больше не раб чужих достижений. Ты автор своей истории. Психологи сегодня подтверждают, люди, которые ведут дневник личного прогресса, даже простой, сегодня сделал на одно отжимание больше. Растут быстрее и устойчивее тех, кто гонится за глобальными целями. Почему? Потому что маленькая победа над собой — это кирпичик в фундаменте характера. А фасады без фундамента рушатся при первом же ветре. И тут второй ключ. Миямото Мусаси не верил в резкие прорывы. Он верил в постоянство в малом. Сколько раз ты начинал с огнем в груди: все, с сегодняшнего дня новая жизнь. И через неделю сдувался, как воздушный шарик. Это не твоя вина. Это ловушка олимпийского старта. Ты хочешь прыгнуть сразу на вершину, но забываешь, что гора покоряется шагу. Это и есть путь Мусаси. Не спринт, а марафон. Не фейерверк, а тлеющий уголь, что не гаснет годами. И вот третий, самый тонкий момент. Будь водой, а не камнем. Брюс Ли, вдохновленный дзеном и Мусаси, однажды сказал: «Будь как вода, друг мой». Вода не сопротивляется, она обтекает, она принимает любую форму, но именно она со временем точит камень. Многие мужчины, и женщины тоже, с возрастом становятся жесткими. «Я так привык, я так думаю, я не изменюсь». И в этом упрямстве их слабость. Потому что мир не ждет, он меняется. И тот, кто не учится течь, ломается. Мусаси побеждал не силой, а непредсказуемостью. Однажды он выиграл поединок движением, которое нарушало все правила фехтования. Когда его спросили как, он ответил: «Когда встречаешься с миром, не будь строго ограненным мечом, стань бесформенной жидкостью». Современная нейронаука называет это ментальной гибкостью. Те, кто умеет менять мнение при новых данных, быстрее адаптируются, меньше страдают от стресса и находят нестандартные решения. А знаешь, что убивает гибкость? Страх показаться непоследовательным. А вдруг скажут: он же сам говорил иначе. Но Мусаси не боялся этого. Он знал, постоянство не в убеждениях, а в стремлении к истине. И последнее. Ошибки — это не провалы, это данные. Когда ты падаешь, не спрашивай: почему я такой неудачник. Спроси: что здесь не сработало. Мусаси после каждого поединка мысленно проигрывал его заново. Не с эмоциями, а как ученый. Вот здесь я замедлился, здесь потерял фокус, здесь поверил в свою непобедимость. Именно так рождается научное отношение к жизни, без драмы, только наблюдения и выводы. Потому что, как говорил Джуанцзы, когда стрела летит мимо, виноват не лук, а мастер. Но задача мастера — не искать вину, а найти и устранить причину. Так что не бойся ошибаться.
бойся не учиться. И помни, что величие не требует аплодисментов. Оно рождается в тишине утренней тренировки, в честном взгляде на себя в зеркало, в решимости сделать хотя бы один шаг, даже когда весь мир спит. Мусаси писал в «Пяти кольцах»: «Тот, кто одолел 1000 врагов, но не познал себя, проиграл настоящую битву». Так что иди своим путем, не спеша, не оглядываясь. И каждый вечер спрашивай себя: стал ли я сегодня хоть на дюйм лучше, чем вчера? Если да, ты победил. Все остальное — шум. Не спеши уходить. Подпишись на канал. Здесь нет шума, суеты и пустых обещаний. Только тихие размышления, проверенные временем, и немного дзен-иронии для тех, кто идет своим путем. Ты не обязан, но если почувствуешь, добро пожаловать.